Привет! В этом видео я хотел поделиться своим опытом использования оцепов для береговой рыбалки. Как правило, у меня 90% рыбалок это береговые, ловля стримовая на головля в крепких местах. Как правило, приманки цепляются за ветки на противоположном берегу, где реки глубокие, невозможно перейти. Второе это коряги, камни. Ну и, собственно, что-то на дне. Я даже не знаю, что это. Может, металлическая конструкция, либо какой-то мусор, который нельзя, в принципе, поднять. Плетенки используются средней толщины, где-то 0,8, разрывом 12 жилка, даже если это до 6-7 килограмм максимум. То есть, как правило, хватает раздуть крючки, если это одинарники. Если это тройники, естественно, 2 крючка ты уже никак не разогнешь. И тут надо прибегать к оцепам. Вот. В процессе береговой рыбалки, подчеркиваю, береговой, я выработал понимание, какой оцеп мне нужен. У меня было несколько классических конструкций, но при береговой рыбалке их просто невозможно доставить до места зацепа. Максимальная длина, которая мне позволяет конструкция именно оцепов, это вот Захар Серфер, я про него более подробно расскажу, это 5,5 метра. Дальше его не загонять, потому что у него тоже имеет свою массу. Ну что, сейчас более детально пройдемся по каждому из зацепов. Сразу скажу, что даже этот зацеп дает, в моем понимании, 80% успех результата, если это до 5,5 метров. 7 метров уже не хватает, провисает леска. Нужна более толстая леска, моя, к сожалению, не выдерживает. Вот. Но конструкция очень продуманная, сейчас подробненько по ней пройдемся. Такой же оцеп, в принципе, не особо мне помогает. Скорее его как закидываю, как отцепить куда-то на ветку. Может зацепиться за приманку, тогда я могу отдирать. Такое, то есть это самое частое мое использование с берега. Вот. Еще планирую перестроить такой штатив, палочку-выручалочку. Как сделаю, то покажу обязательно. Ну что, пройдемся более подробно теперь. У меня было несколько оцепов такого плана. Их минус, конечно, в том, что они работают с лодки. Больше 2 метров от берега я, в принципе, ничего не спасал. Только закидывая как невод и пробую зацепить вот этими штуками за крючок. Так у меня бывало, за веревку еще. В принципе, свои деньги они отрабатывают. У меня несколько таких оцепов. Некоторые я усовершенствовал, добавили сюда крюки, для того, чтобы работала как кошка. Естественно, и вес у них 150 грамм, и провисает на леске, и невозможно добраться до нужного нам места. Ну и, в принципе, второе, что если даже добирается, никогда, очень редко я могу зацепить крючки. Только потому что если он зацепился с другой стороны, либо как-то вот так вот будет, и это вот начинается вот эта возня постоянная. Поэтому такой оцеп, ну и еще у меня более тяжелый есть. Я, в принципе, ношу с собой на всякий случай, но, как правило, перешел немножко на другой. Это титановый Захар Серфер. Серфер такой польского мастера, запатентованный, то есть у него есть патент, очень интересный оцеп из берега, мне кажется, один из лучших, который у меня был. Не всегда он помогает, пока максимальная дальность от берега, которая мне позволила, это 5,5-6 метров. Данный оцеп весит, сделан из титана, я уже говорил, в этом его плюс, весит всего 97 грамм. Итак, принцип работы серфера, то есть у него несколько степеней. Первое, это сбить может ее при ударе, то есть отстегнуть. Если это не помогает, тогда он, собственно, что делает? Он заходит за приманку, и дальше мы выдираем с помощью крюка, я не хочу разгибать крючок, разгибаем крючок, тогда она будет согибать крючок. Второй вариант, он, как правило, может дойти, вот, если он небольшой. И вот здесь находится опасный момент. Я, допустим, таким образом потерял приманку, потому что был узел, она безлопастная, и он зацепился, и пришлось потом искать. Такое тоже допускается производителем. То есть весь смысл в том, чтобы он залетел, если не с первого удара не сбил, то со второго он должен... Ну вот он сейчас застежка, мы его, в принципе, можем достать. Но так лучше не делать. Вот его самый рабочий вариант, это вот такой. То есть все, таким образом мы точно его достанем. Также у нее есть несколько граней, которые может бить. Это раз грань, 2 грани это отбить. Единственное, что я еще столкнулся с таким моментом, то есть если он зацепился вот здесь вот, то вы точно оторвете узел или застежку. Это самый плохой вариант. А второй, то что кренки с большими лопатами,
В принципе, упирается, они довольно толстые, большая лопата, и он не может с них пройти. То есть там вопрос только зацепления за крюк. То есть это не панацея, но вот вариант рабочий. То есть вот это основной рабочий вариант у него по отцепу. Вот что хотел сказать по данному устройству. Ну что, зацепил как обычно. Пробуем отцепить. Берем отцеп. И начинаем работать. Снарядили, теперь пробуем отцепить. В принципе, тут недалеко можно было бы и саму залезть. Угу. Как-то так. Все, вобер у нас.